Самую смешную комедию Советского Союза снял человек, который сидел в тюрьме за попытку убийства. Он проломил человеку голову из ревности. Отсидел, вышел и снял фильм о ворах, потому что знал их лично. Фильм чуть не запретили. Из-за блатного жаргона его не хотел выпускать никто. Ни один чиновник не брал на себя ответственность. И тогда пленку отвезли на дачу к Брежневу. Генеральный секретарь посмотрел, засмеялся и сказал: «Выпускайте, эти слова знает любой мальчишка». Фильм вышел. 65 миллионов зрителей за год. Но вот что вам никто не рассказывал. Режиссер потом поссорился с человеком, который написал ему сценарий. Тот забрал у него деньги и славу. А через 16 лет после премьеры, больной лейкемией, режиссер застрелился, не дожив до 60-летия нескольких дней. А человек, которого он покалечил много лет назад, узнал, что обидчик стал знаменитым, и начал мстить. Это история фильма «Джентльмены удачи». Комедия, за которой стоит трагедия. И сейчас я расскажу все. Но прежде чем мы начнем, запомните одну деталь. Актер, который играл Косова, Савелий Крамаров, через 10 лет после этого фильма сбежит из Советского Союза. Навсегда. Его вырежут из телеверсий фильмов, его имя запретят произносить. А он будет сниматься в Голливуде и никогда не вернется. Но об этом позже. 1957 год. Молодой режиссер Александр Серый только окончил обучение. Впереди карьера, кино, жизнь. И девушка Марина, которую он любит. Но у Марины есть поклонник, архитектор по имени Виталий. Серый приходит к нему и бьет по голове. Один удар. Архитектор оказывается в больнице. Врачи вытаскивают его с того света, но Виталий остается инвалидом на всю жизнь. Серого судят за покушение на убийство, дают срок. Он отбывает его и выходит. Марина ждала. Они поженились. Но карьера разрушена. Кто возьмет на работу режиссера с судимостью за покушение на убийство? И тут появляется друг. Георгий Данелия, однокурсник Серого по ВГИКу, к тому моменту уже знаменитый режиссер. «Я шагаю по Москве», «Не горюй», его фильмы знала вся страна. Данелия решает помочь. Он берет идею Серого, историю про уголовников, и пишет по ней сценарий вместе с писательницей Викторией Токаревой. Но дальше начинается самое важное. Серый знает тюремный быт изнутри. Он сидел. Он слышал жаргон. Он видел этих людей. И именно его опыт делает диалоги фильма настоящими. Все эти «редиска нехороший человек», «пасть порву», «моргало выколю». Кто ж его посадит, он же памятник. Это не выдумка сценариста. Это язык, который Серый слышал каждый день в камере. Данелия пробил постановку на Мосфильме. Серого утвердили режиссером, но с пометкой «ненадежный». За ним следили. Каждое решение проверяли. И тут начался кастинг. И он был безумным. Первоначальный замысел — совсем другой фильм. Сценарий назывался «Рецидивист». Главный герой — не заведующий детским садом, а майор милиции, внедренный в банду. И банда не 3 нелепых вора, а 4 серьезных преступника. Фальшивомонетчик, профессиональный альфонс, карманник и жулик. Данелия и Токарева мечтали о звездном составе. Ролан Быков — фальшивомонетчик по кличке Миллиметр. Юрий Никулин — многоженец Альфонс. Андрей Миронов — жулик по кличке Пижон. Это был бы совершенно другой фильм, жестче, острее, с тяжелым юмором. Но ни один из них не смог сниматься, все были заняты. И тогда сценарий переписали. Майор стал заведующим детсадом, 4 преступника превратились в 3, а тон из криминального стал комедийным. На роль Трошкина-доцента утвердили Евгения Леонова. Тут сомнений не было. Леонов мог играть и добряка, и злодея одним лицом. Но ему нужно было подготовиться. И он пошел в Бутырскую тюрьму. Леонову не разрешили разговаривать с заключенными. Ему дали глазок в двери камеры. Он стоял там часами, наблюдал. Записывал в тетрадку, как они двигаются, как сидят, как разговаривают, как едят. Потом дофантазировал то, что не смог увидеть. И создал доцента. Персонажа, который одновременно смешной и страшный. Георгий Вицин получил роль хмыря. Савелий Крамаров — Косова. Раднер Муратов — Василия Алибабаевича.
Роль Али Бабаевича, кстати, была написана специально под Фрунзиком Корчана, но тот тоже не смог. Муратов заменил его и попал в историю. Весь фильм сняли за 3 месяца, с февраля по апрель 1971 года. 3 месяца на фильм, который будут смотреть 50 лет. «Тюрьму и побег» снимали в Самарканде. Узбекская ССР. Зима. Именно там сняли одну из самых знаменитых сцен – утреннюю зарядку на морозе. Температура минус 17. По сценарию Трошкин заставляет бандитов делать зарядку раздетыми. Актеры – Леонов, Вицин, Крамаров – мерзли по-настоящему и решили схитрить. Они подговорили Муратова. «Давай, мол, все останемся в теплых фуфайках, скажем режиссеру, что так смешнее». Но Муратов приехал на съемки позже всех и не успел влиться в коллектив. Зато уже вжился в роль послушного Али Бабаевича. Поэтому, когда прозвучала команда «Мотор», Муратов послушно разделся и первым выбежал на мороз. Остальным ничего не оставалось, как последовать за ним. Их лица в этой сцене не актерская игра. Это настоящий ужас от холода. Дачу профессора археологии снимали в московском Серебряном Бору. Это была реальная дача одного из членов съемочной группы. А сцену взрыва снимали в доме, предназначенном под снос. Съемочной группе разрешили войти и поджечь здание. Операторы настолько увлеклись, что перестали замечать огонь. Их буквально вытаскивали за шиворот из пламени. Детский сад, театр и заброшенный дом, где прятались беглецы – все это Москва. А верблюд? Все верблюды в кадре – это один и тот же верблюд по кличке Вася из Самаркандского зоопарка. Плевок верблюда, кстати, это шампунь. Тот же самый шампунь, который Косой пьет за обедом, изображая одеколон. Фильм смонтировали. И начался ад. Сценарий разослали по всем милицейским ведомствам на утверждение. Каждое ведомство внесло свои правки. Одни требовали убрать жаргон, другие – смягчить образы преступников, третьи – усилить роль милиции. Документ ходил по кабинетам месяцами. Худсовет Мосфильма смотрел готовый фильм и не знал, что с ним делать. Блатной жаргон. Уголовники как главные герои. Милиция, которая отправляет невинного человека в тюрьму. В 1971 году это было на грани. Ни один чиновник не хотел ставить свою подпись под разрешением на выпуск. Фильм буквально тормозили. Он лежал. Никто не брал ответственность. И тогда кто-то, история не сохранила имени, отвез пленку на дачу к Леониду Брежневу. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза посмотрел комедию про воров, засмеялся и сказал: «Выпускайте. Все эти слова сегодня знает каждый мальчишка». Одна фраза Брежнева, и фильм вышел. 13 декабря 1971 года премьера в кинотеатре «Россия». 65 миллионов зрителей за следующий год. Цитаты ушли в народ. «Пасть порву, моргалы выколю. Кто ж его посадит? Он же памятник. Редиска – нехороший человек. Там тепло, там моя мама». Фразы, которые говорят до сих пор, 55 лет спустя. Но за кулисами «Триумфа» уже назревал скандал, и он был связан с деньгами. Когда фильм стал хитом, ему дали огромный прокатный тираж. А тираж – это деньги. Тиражные – так назывались выплаты авторам за каждый дополнительный тираж. Серьезные деньги по тем временам. И тут Данелия приехал к Серому домой и сказал: «Шурик, мы тебе денег больше не дадим». Серый спросил: «Почему?» Данелия ответил: «Хватит с тебя славы. Кроме того, не забывай, это я пробил тебе постановку». Серый сказал: «По-моему, ты поступаешь подло. Ты что, берешь друзей за хлопоты?» Данелия ничего не ответил и уехал. Серый потерял 8 тысяч рублей тиражных. Для понимания, средняя зарплата в СССР была около 130 рублей. 8 тысяч – это 5 лет работы обычного человека. И еще он потерял друга. Как он сам потом сказал: «Я лишился и друга, и денег. Зато обрел отличного врага». С этого момента никто не знал, кто снял «Джентльменов удачи». Все думали Данелия. Его имя стояло в титрах как сценариста. Его имя было знаменитым. А Серый? Серый — это кто? Режиссер, о котором никто не слышал. Человек, который создал самую цитируемую комедию страны и остался в тени. Его это разъедало.
Он жаловался, он просил, он предлагал снять продолжение. Ему отказывали. Но ладно, деньги и слава — это больно. А вот то, что случилось дальше, страшно. Помните архитектора Виталия? Человека, которого Серый покалечил в 1957 году? Тот самый, который остался инвалидом. Виталий узнал, что его обидчик стал знаменитым, снял культовый фильм, живет хорошо. А он — инвалид, с искалеченной жизнью. И Виталий начал мстить. Подробности разнятся в зависимости от источника. Дочь Серого и Данелия рассказывают разные версии. Но суть одна — прошлое не отпускало. Человек, которому Серый изломал жизнь, не забыл и не простил. А потом пришла болезнь. Еще во время съемок «Джентльменов удачи» зимой 71-го у Серого обнаружили лейкемию – рак крови. Болезнь прогрессировала медленно, но неуклонно. 16 лет он жил с этим диагнозом. После «Джентльменов» он снял еще 2 фильма – «Ты мне, я тебе» и «Берегите мужчин». Оба получились слабее. Цензоры вырезали 200 метров финальной сцены из «Берегите мужчин». Серый был раздавлен. 16 октября 1987 года Александр Серый застрелился. Ему было 59 лет. До 60-летия оставалось 11 дней. Человек, который снял самую веселую комедию страны, умер самой невеселой смертью. А его дочь Ольга погибла в 2015 году во время пожара в собственной квартире. Давайте теперь поговорим о том, почему этот фильм вошел в язык. Потому что ни один другой советский фильм не дал русскому языку столько крылатых фраз. «Пасть порву», «моргалы выколю». Это Леонов в роли доцента. Фраза, которую знает каждый. Но вдумайтесь, ее произносит заведующий детским садом. Человек, который каждое утро поет детям песенки и вдруг начинает говорить как вор в законе. Весь юмор фильма в этом контрасте. Не в шутках, в контрасте. Кто же его посадит? Он же памятник. Это Косой. Фраза стала метафорой для любого неприкасаемого человека. Чиновника, олигарха, начальника. В 1971 году это звучало как шутка, сейчас как диагноз. Редиска – нехороший человек. Это шифр. Уголовный жаргон, переведенный на детский язык. Фильм делает гениальную вещь. Он берет язык тюрьмы и превращает его в язык двора. После «Джентльменов» каждый советский школьник знал, что редиска – это предатель. Они не читали Уголовный кодекс, они смотрели комедию. «Там тепло, там моя мама». Это Али Бабаевич про город Джамбул. Кстати, Леонов подсказал этот город. Он незадолго до съемок побывал там с гастролями. В 2006 году в этом городе, он сейчас называется Тарас, установили памятник доценту, Косому и Али Бабаевичу. Но без хмыря. Почему без хмыря, никто не знает. А потом памятник свезли на свалку. Просто убрали. По неясным причинам. Фильм о ворах и его памятник украли. Ирония. Кстати, о памятниках. В Москве стоит памятник Леонову в образе доцента. И в нем ошибка. На памятнике доцент лысый. Но в фильме лысый Трошкин. Доцент носил волосы. Трошкин надевал парик, чтобы изображать доцента. То есть памятник изображает не доцента, а Трошкина, притворяющегося доцентом. В 2015 году этот памятник украли. Распилили на металлолом. Воров нашли. Памятник восстановили. Памятник герою фильма про воров украли воры. Вы не могли бы это придумать, если бы захотели. Помните, вначале я сказал, что Крамаров сбежит? Вот эта история. Савелий Крамаров был одним из самых узнаваемых комедийных актеров Советского Союза. Косой в «Джентльменах», Васька в «Неуловимых мстителях», десятки ролей. Его знали все. Но в конце 70-х он стал религиозным. Начал ходить в синагогу, изучать иудаизм. В СССР это было не просто странно, это было опасно. Крамаров подал заявление на выезд в Израиль. Ему отказали. Он подал снова. Отказали снова. Его перестали приглашать на съемки, перестали показывать по телевизору. Он стал изгоем. И тогда Крамаров написал открытое письмо президенту США Рональду Рейгану. Письмо, в котором просил помочь ему выехать из СССР. Письмо передали через иностранных журналистов. Скандал. В 1981 году Крамарову, наконец, разрешили уехать. Он улетел.
и больше не вернулся. Поселился в Лос-Анджелесе. Снялся в нескольких голливудских фильмах: «Москва на Гудзоне» с Робином Уильямсом, «Космические яйца» Мэла Брукса, «Танго и кэш» со Сталлоне. А в СССР его имя стерли. Из телеверсий фильмов его сцены вырезали, его лицо убирали с афиш, как будто Косово никогда не существовало. Крамаров умер в 1995 году от рака. Ему было 61. Похоронен на еврейском кладбище в Сан-Франциско. На его надгробии, по-русски и по-английски, написано: «Мама, я нашел свой дом». Все знают «Джентльменов удачи» как комедию. Смешную, легкую, праздничную. Но если посмотреть внимательно, это фильм о перевоспитании. И вот тут становится интересно. Трошкин, заведующий детским садом, попадает в тюрьму, чтобы изображать доцента. Его задача — выведать, где спрятан шлем Александра Македонского. Но что он делает на самом деле? Он начинает обращаться с ворами, как с детьми. Заставляет делать зарядку, мыть руки, говорить спасибо и пожалуйста. Он не перевоспитывает их сознательно, он просто не умеет по-другому. И вот что невероятно, это работает. Хмырь начинает читать книги, Косой перестает воровать, Али Бабаевич мечтает о честной жизни. 3 уголовника, которых государство не смогло перевоспитать годами, перевоспитывает один добрый человек. Не тюрьмой, не карцером, не наказанием, а добротой. В 1971 году, в стране, где преступников перевоспитывали лагерями и принудительным трудом, этот фильм говорит: система не работает. Работает только человечность. И вот еще один слой. Трошкин сам меняется. Он приходит в тюрьму мягким, интеллигентным человеком и вынужден играть роль зверя. Он кричит, угрожает, командует. И в какой-то момент ему это начинает удаваться слишком хорошо. Он начинает входить в роль. И фильм тихо спрашивает: а так ли велика разница между воспитателем и преступником? Может, дело не в человеке, а в обстоятельствах? Фильм, который все считают легкой комедией, на самом деле задает вопросы, на которые у советской системы не было ответов. Несколько фактов, которые ставят точку. Фильм снят за 3 месяца. Бюджет минимальный. Без компьютерной графики, без спецэффектов, без каскадеров. Все живьем. 65 миллионов зрителей в 1972 году. Это каждый 3-й житель СССР. Каждый 3-й человек в стране пришел в кинотеатр и посмотрел этот фильм. Режиссер сидел в тюрьме. Главный актер готовился к роли, подглядывая за зэками через глазок. Один из актеров через 10 лет сбежит из страны. Другой, Леонов, чуть не погиб на съемку другого фильма, когда впал в клиническую смерть. Вицин прожил дольше всех, до 86 лет. Тихо, скромно, почти в нищете. Муратов, Али Бабаевич, после «Джентльменов» снимался мало, запомнился одной ролью. Жил скромно. Умер в 2004. В 2012 году вышел ремейк «Джентльмены удачи» с восклицательным знаком. Фильм провалился, потому что нельзя повторить то, что родилось из настоящей боли, настоящего тюремного опыта и настоящей дружбы, которая потом превратилась во вражду. Самую веселую комедию страны снял человек из тюрьмы. Сценарий написал друг, который потом забрал у него деньги и славу. Актер, игравший самого смешного персонажа, сбежал из страны и умер в эмиграции. Режиссер застрелился, не дожив до 60 лет. Его дочь погибла в пожаре. Памятник героям фильма украли и распилили на металлолом. А фильм? Фильм живет 55 лет. Каждый Новый год. Каждый раз, как в первый. Пасть порву, моргалы выколю. И вся страна смеется. Может, в этом и есть настоящая удача «Джентльменов». Фильм пережил всех, кто его создал. И будет жить, когда нас не станет. А пока пересмотрите «Джентльменов удачи». Обещаю, вы увидите совсем другое кино.